Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Этот видеоурок посвящается, как начать узор в круглом глубоком вырезе горловины реглан сверху. Вот в этой кофточке у меня узор ажурные ромбики, и узор вяжется и по переду, и вяжется на спинке. А рукава вяжутся лицевой гладью. Насчет ввязывания этого узора у меня есть отдельное видео на моем канале, мастер-класс, как вязать узор ажурные ромбики. С этим узором у меня ввязана вот такая бежевая кофточка. Здесь у меня реглан сверху с облегающей круглой горловиной. А теперь я вам покажу именно другой расцветка пряжи и именно глубоком круглом вырезе горловины. И когда вяжем вот такой глубокий вырезом, друзья, мы узор должны начать по переду вот с этого места, с обеих сторон. И я вам приготовила отдельную схему. И для спинки отдельно, и для переда отдельно. И воспользуясь этими схемами, мы спокойно сможем начать узор после ввязывания горловины. И здесь заодно оформляем и росток, и регланные линии. После черной маркировки посмотрим перед левая, как вяжем. Вот изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, переправили петельки и провязали вместе. 2 лицевые, накид, изнаночная и 2 лицевые. 2 лицевые. Теперь, друзья, у нас вот начинается следующий новый ряд. Вот у нас маркировка. Вот здесь у нас уже начинается, когда мы раньше вязали изнаночный ряд. Это у нас счетные ряды считаются. Вот теперь начинается у нас счетный ряд. Вот голубая маркировка. Теперь мы на этом ряду все накиды и петли рукава вяжем лицевыми петлями. Петли переда и спинки, где мы вяжем узор, мы вяжем по рисунку. Вот, друзья, мы здесь по переду смыкали круг. И вот видите, мы с узором, вот это наше треугольное место по переду, заполнили. Вот. Теперь по переду тоже у нас вот черной меткой, которые отделены, 48 петель, 3 раппорта узора. И как на спинке, вот между обе черными маркировками 48 петель и 3 раппорта узора. Вот теперь у нас идет вязание по кругу, и у нас здесь вяжется узор. И мы включаем в узор теперь, который добавляется по ходу оформления регланной линии с обеих сторон, и по переду, и на спинке. Для этого нам поможет наша схема, которую я сделала для вас, специально готовую схему. И воспользуясь этим схемой, друзья, вы сами продолжите вязание. Теперь, друзья, 3, 5, 7, 9, 11 ряд вы вяжете сами самостоятельно при помощи схемы. И мы с вами увидимся, когда вяжем
13 ряд, я вам покажу, как переместить вот эту черную маркировки на другое место, когда здесь добавляется с обеих сторон новые раппорты узора и по переду, и на спинке. Вот, друзья, мы опять начало нового ряда. Вот у нас голубая маркировка, которая указывает наше начало нового ряда. Чтобы начать новый ряд, всегда мы для этого реглана берем накид. И у нас по узору начинается 13 ряд узора. Накид, регланная петля, накид и петли рукава. Оформляем реглан линию, накид, регланная петля, накид. Вот теперь начинается у нас спинка по рукам справа. Мы вяжем 13 ряд. Посмотрим на схему. Вот спинка правая, 13 ряд. Вот когда посмотрим, вот видите, вот черная маркировка теперь мы перепоставим вот сюда, начало петли. Мы поставим черную маркировку. И у нас начинается 13 ряд опять нового раппорта узора, который добавлено по ходу оформления регланной линии. Изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево и лицевая, изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, это вяжем с протяжкой, и лицевая. Вот мы закончили 13 ряд одного раппорта. Вот теперь мы здесь уберем вот эту черную маркировку. Добавился один раппорт узора. А мы до черной маркировки здесь вяжем 3 раппорта узора. И с вами встретимся вот здесь. Здесь тоже мы поменяем место вот этой черной маркировки. Вот, друзья, мы закончили раппорт последнюю до черной маркировки. У нас петля симметрия осталась. Вот эта петля считается первая петля следующего раппорта. Вот начинается изнаночная петлей. И мы берем вот эту черную маркировку. И вяжется раппорт у нас 13 ряд. 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем протяжкой, лицевая. Вот у нас здесь раппорт закончился, который добавлено. Ну и еще одна петля у нас будет петля симметрии. Мы черную маркировку поставим после нее. Она вяжется изнаночно. Вот. И мы поставили черную маркировку. И оформляем регланную линию. Накид, регланная петля, накид. Потом пойдут петли рукава. Вот, друзья, и здесь на спинке теперь у нас
между черными маркировками имеется 5 раппорт узора. Теперь я вам покажу, когда мы дойдем начала правой стороны переда. Вот здесь. Здесь тоже по переду мы изменяем место локации черной маркировки. Вот, друзья, дошли до начала правой стороны переда. Вот это у нас перед. Вот он у нас росток. И вот оформили регланную линию, взяли накид, и мы сюда поставим черную маркировку. И теперь начинается у нас 13 ряд раппорта узора. Это у нас новый раппорт узора. Начинаем изнаночная петля, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем с протяжкой и лицевая. Вот мы закончили один раппорт узора, который у нас здесь по ходу оформления регланной линии. Здесь включались 16 петель и образовался здесь один раппорт узора. Теперь мы вот эту черную маркировку уберем, и мы продолжим наше вязание. Здесь мы вяжем 3 раппорта узора, и здесь тоже мы изменим место локации вот этой черной маркировки. Вот сюда. Мы с вами встретимся вот здесь. Вот мы на левой стороне по переду. И вот здесь вязали 3 раппорта. До черной маркировки последняя петля считалась петля для симметрии. Эта петля является первая петля следующего нового раппорта. И вяжется изнаночной петлей. Вот теперь мы уберем черную маркировку. И вяжем раппорт узора. Вот изнаночная, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 петли лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем протяжкой и лицевая. Вот мы закончили новый раппорт узора, который по счету это считается 5-й раппорт узора. И в конце у нас петля для симметрии. Это вяжется изнаночно. И мы здесь поставим свою черную маркировку. Вот и мы дошли в начало нового ряда. Мы теперь вяжем нечетные ряды. Вот накиды вяжем лицевыми петлями. И остальные все петли вяжем по рисунку. Вот, друзья, мы по периоду тоже между черными маркировками образовали теперь 5 раппорта узора. Видите, схема идет после 13 ряда на стороне реглан линии. Идет аналогично. Вот добавленные петли по ходу оформления регланной линии, теперь они вяжутся как на схеме, когда мы начали с 13 ряда, который мы сейчас с вами прошли это все вязание. Это и с левой стороны, и с правой стороны идет зеркально. Значит, вы продолжите свое вязание, оформляя регланные линии, и вы расширяете до определенной ширины переда и спинки, и вы потом будете оформлять подрез для этой кофточки. Петли для подреза тоже включаете в узор. До подреза вы вяжете самостоятельно, и мы с вами увидимся, когда будем отделять
перед и спинку от рукава и оформлять здесь подрез. Вот, друзья, пришло время разрезать рукава и здесь оформлять наш подрез. Вот начало нашего ряда. Здесь мы разделяем петли рукава. Это я как разделяю. Вот эта регланная петля останется или на стороне переда, или на стороне спинки. Эти петли включаем мы тело кофточки вот таким образом. И мы при помощи иглой вот мы отделяем петли рукава таким образом. Вот. Да, маркировки мы взяли, а регланная петля у нас останется на теле кофточка, вот на стороне спинки. Вот петли рукава мы отделили. Вот, друзья, мы отделили левый рукава. Теперь мы будем набирать петли для подреза. Чтобы корректировать размер этой кофточки, я должна набирать петли около 10-14 петель. Вот сейчас у меня везде с 4 сторон до черной маркировки и после черной маркировки у меня будет 5 петель, потому что я закончила вязание 20 ряд и отделила рукава. Чтобы определить, сколько петель я должна набирать для подреза, для этого немножко я объясню. Сделаем необходимые расчеты. Левые рукава отделили, и это сторона переда. И черная маркировка у нас. А эта сторона у нас спинки. Тоже черная маркировка. Вот у нас есть 5 петель. И после черной маркировки по переду тоже у нас 5 петель. Чтобы вот этот 5 петель сделать полноценный раппорт узора, нам необходимо будет определенное количество петель. Раппорт узора у нас состоит из 16 петель. И здесь у нас имеется петля симметрии, одна петля до черной маркировки. С этим по переду у нас будет петли 6. А чтобы сделать полноценный раппорт узора, должны мы здесь добавить еще 10 петель. Будет 16. Еще мы должны здесь добавить петлю симметрию. Это обязательно по краю узора. Добавим еще одну петлю, и у нас будет 17 петель на передней стороне. А для этого мы здесь добавили 11 петель. Вот здесь 10 петель добавили и еще одну петлю добавили. Значит, эту сторону мы добавили 11 петель. И эта сторона у нас, когда мы добавляем 11 петель, передняя сторона станет полноценный еще один раппорт узора. Вот так. Теперь со стороны спинки. Друзья, мы полноценно сделать раппорт не можем, потому что для этого надо будет очень много количества петель. А это нам не надо. Поэтому хотя бы сделать половину раппорта узора до центра, чтобы сделать нашу половину сторону одного раппорта узора. Здесь должны быть 8 петель. А у нас есть здесь 5 петель. Чтобы сделать 8, мы должны добавить 3 петли. Тогда у нас будет 8 петель. И эта сторона у нас, сторона спинки, будет хотя бы вывязываться половина раппорта узора. Вот до сюда. И мы здесь, на эту сторону, мы спинную сторону добавляем 3 петли. И со стороны спинки у нас будет половина раппорта. Вот так.
добавляется половина раппорта. И вот видите, всего у нас вот со стороны спинку должны добавить 3, и со стороны переда мы должны добавить 11 петель, и всего для подреза мы должны добавить 14 петель. Эту цифру мы сейчас добавим. Для этого, друзья, я покажу еще один свой любимый старейший способ, как я оформляю подрез, и у меня подрез получается без швов. Для этого другой расцветка пряжи я набираю простым способом на спицу 14 петель. И эту 14 петель я начинаю провязывать вот со стороны переда. Это у нас перед, друзья. Для переда я должна здесь добавить 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот здесь остался 3 петли для спинки. И здесь я ставлю свою голубую маркировку. Эта маркировка показывает наше начало нового ряда. И вяжем теперь наши остальные 3 петли. И вот теперь мы смыкаем наш круг. Смыкаем перед со спинкой. Вот, друзья. Вот видите, здесь уже у нас с голубой маркировки начинается у нас 21 ряд узора. И когда вот так посмотрите, мы сейчас до черной маркировки у нас вот здесь идут 8 петель, пока лицевыми петлями. И после черной маркировки, друзья, мы начинаем вязать 21 ряд узора. Вы знаете, и на спинке, и по переду теперь у нас 5 раппортов узора. Вы вяжете самостоятельно 5 раппортов узора, 21 ряд. И эту сторону тоже мы разделяем правого рукава. Здесь тоже для подреза мы добавляем 14 петель. Здесь тоже после 5 петель со стороны спинки мы добавляем 3 петли, потом ставим нашу красную маркировку, чтобы это у нас отделяет спинку от переда. Потом мы ввязываем наши 11 петель для подреза, и мы смыкаем наш перед со спинкой при помощи петли подреза. Мы здесь тоже начинаем вывязывать узор 21 ряд после черной маркировки. Вот когда начинаются петли переда после черной маркировки. Вы знаете, здесь тоже по переду у нас имеется 5 раппортов узора. У нас получится после подреза по переду, раньше были 5 раппортов узора, теперь с обеих сторон у нас добавились по 1 раппорт узора, и всего по переду стали 7 раппортов узора, а на спинке полноценные 5 раппортов узора и по половину раппорта узора с обеих сторон. И вот таким образом, друзья, мы начинаем вязать наш 21 ряд вот по кругу. И когда дойдем опять вот голубую маркировку, которую мы сейчас поставили, здесь мы начинаем потом
22 ряд, с этого начинается 23 ряд. Таким образом мы будем внимательно следить наш новый ряд узора, смотря вот эту нашу голубую маркировку. А эти черные маркировки вы можете убрать, а на спинке лучше оставьте, потому что здесь вы вяжете вашу половину раппорта узора, и здесь вы знали, наполовину вы вяжете 8 петель, вот в каком ряду вы, потом вы начинаете отсюда, у вас начинается полноценный раппорт узора. Когда вы будете набирать петли для рукава, вот здесь видно головки петельки. Вот эти петли у нас идут на сторону тела кофточки, а вот здесь видно будет вот головки петельки. Вот эти петельки вы поднимете, и вы будете вязать вязание рукава по кругу. А эти бежевые ниточки просто с ножницы вот так отрезаете и аккуратно убираете. И здесь у вас получится подрез без швов.